Всем привет, меня зовут Ируша, и в этом видео я буду говорить о том, что уважающие себя мужчины, которые ценят себя, не будут принимать женщину обратно, которая их предала, бросила, которая ушла от него, думая, что найдет лучше мужчину, потому что, например, стало скучно в отношениях. Это частая причина у женщин, потому что женщины все время в поиске каких-то новых эмоций, чего-то новенького. И за это, конечно, платят тем, что остаются в гордом одиночестве, совершая вот эти вот необдуманные поступки. И столкнулась с тем, что никаких особо предложений и нету, и вокруг уже нет такого близкого человека, и найти его очень сложно. И тут схватилась за голову и стала понимать, что мой муж или мой мужчина был на самом деле очень хорошим, что же мне вообще не хватало. И когда попытались такие женщины вернуться обратно, то мужчина сказал: извини, я учился жить заново и научился. Я не запасной вариант, и я не тот, к кому можно вернуться, если не получилось с другими. Любимого не уходит. Зачем быть запасным? Мужчины говорят: как лампочка, все перегорело, значит, нужно менять. Женщины, они думают, что они неповторимые, что они уникальные, и поэтому обязательно, если они даже ушли, то обязательно они смогут вернуться. Но это не так. Она начинает концентрироваться на том, что ее не устраивает, а не на том, что у нее есть. Дофаминная доза, вот так это называется, когда не хватает эмоций женщинам. Важно не забывать быть благодарным за то, что тебе дается, и то, что делает для тебя другой человек. Вот так женщина поступает, потому что человек, он привыкает очень быстро к хорошему и не ценит того, что имеет. Несмотря на то, что на Земле 7 миллиардов людей, найти своего человека очень сложно. Знаете, так бывает часто, что, во-первых, бывшая начинает кусать локти, во-вторых, у мужчины происходит большой старт после того, как после ухода женщины. Бывает, именно эта женщина является преградой к тому, чтобы у мужчины все складывалось удачно. И настолько привык, что создал уже свою счастливую жизнь. И вот о таких историях сегодня я буду рассказывать. Истории женщин, которые очень сильно пожалели. Это видео может предотвратить ту ошибку, которую совершает немалое количество женщин, и потом жалеют, соглашаются сами с тем, что сделали неправильный выбор, но уже, к сожалению, поздно. История женщины. Мой муж программист, спокойный, тихий, очень заботливый. Все время мне и чаек нальет, и побеспокоится о том, холодно мне, не холодно. В общем, вот такой вот домашний, рядом с ней был человек. А она, наоборот, такая шебутная, ей постоянно нужно чего-то новенькое. Но она начала пилить его: давай, почему ты не такой амбициозный, почему ты не хочешь стать начальником. У них, кстати, надо сказать, хорошее положение, муж хорошо зарабатывает. Вот она не зарабатывала, и она не работала, и от этого тоже какие-то у них беды происходили, потому что она не знала, чем себя занять. Она пыталась куда-то устроиться, все не получалось, все не ее, и в итоге, видимо, от большого количества свободного времени у нее появлялись все время мысли, что нужно какого-то огонька прибавить в жизни. Тут она, значит, на энтузиазме, полна энергии, сказала: хватит, мне все это надоело, мне надоело твое суперспокойствие, эмоции надо было. И на этой волне она ушла, собрав чемодан. И здесь надо сказать, что мужчина мудро очень поступил, он не стал давить и дал принять это решение, ну и, собственно, активировать его.
И тут, значит, она думала, что сейчас повалится предложение, там, и от олигархов в том числе, но реальность ударила очень быстро. Полгода женщина ходила на сайты знакомств, знакомилась и ходила на свидания с сайта знакомств, и здесь ее одолел ужас, насколько тяжело найти своего человека, даже близко приближенно к тому, что какой мужчина у нее был, и она была в ужасе в какой-то момент, когда ее осенило, что же она совершила. Она уже выла от одиночества. В какой-то момент она не выдержала и написала. Мужчина согласился, они встретились, но он, выслушав ее спокойно, сказал, что извини, но у меня уже новая жизнь, я счастлив в других отношениях, и я не собачка, которая по первому зову бежит, когда тебе нужно. Ты разорвала эту связь. Это очень достойное решение мужчины. А вот еще одна история девушки, которая удачно вышла замуж. У нее был очень богатый муж, который обеспечил ее полностью всем. Она из маленького городка, он ее перевез в столицу. И вроде бы все было хорошо. Но здесь вступает классическая вот это вот сидение на двух стульях у женщины, ей захотелось, видимо, эмоций, чего-то другого, новенького, и она завела любовника. И впоследствии муж, во-первых, узнал, что у нее есть любовник, он ее бросил. Любовник тоже долго не задержался. Вот женщины некоторые думают, что любовник тоже надолго, но это не так. И сейчас она коротает одинокие дни в маленькой комнатке, которую снимает, уехала она обратно. Ну вот история не ценила и, к сожалению, осталась у разбитого корыта. Так она никого себе не нашла и вот так вот живет, к сожалению, одна. Больше жизнь ей не предоставила такого удачного момента. Женщины говорят после такого поступка. Так и сказала, я осталась одна со своими амбициями и со своей свободой. Винить нужно только себя. В жизни приходится отвечать за свои поступки, и жизнь часто бывает наказывает за какой-то плохой поступок. Вот чтобы этого не происходило, лучше очень хорошо подумать, начать ценить человека, который рядом, и смотреть в проблему внутри отношений, а не гнаться за чем-то другим, за эмоциями, и не думать о том, что с другим человеком будет обязательно все отлично. Этого может не произойти, об этом нужно помнить, и потом в дальнейшем уже можно будет не встретить хорошего человека. Всем спасибо большое за внимание, увидимся уже скоро. До новых встреч, пока!